Всем привет, с вами Дэн. Я вам уже рассказывал о многих личных и совместных проектах Антона Яицкого на своем канале. Были ролики про часы Мастер Маргарита, Синяя Самара, Маленький принц, Military Gamble и так далее. А сегодня, пожалуй, самый необычный, по крайней мере на данный момент и на мой взгляд, проект Антона — это Король и Шут. Ну, что сам автор говорит о проекте? Это идея, да, такая философская идея короля и шута, она всегда интересна, глубока и, так можно сказать, противоположна с одной стороны, а с другой стороны эти персонажи всегда очень часто не могут существовать друг без друга, да, как вот инь-янь, быть или не быть, черное-белое, король и шут. Сегодня эти часы у нас на обзоре. Это еще не финальная версия, возможны корректировки. Например, на модели, которую я вам сегодня покажу, нет антиблика. В финальной версии будет красный антиблик, но в принципе я думаю, что на 99 и там еще больше процентов это уже часы, которые крайне близки к тому, что получат покупатели этих часов. И знаете, когда я смотрел на рендеры короля и шута, я не скажу, что рендеры передают все эмоции от этой модели. Потому что как только ты первый раз видишь их вживую, да, берешь их в руки, особенно когда проходит какое-то время, ну, несколько минут, и покрутил в руках, посмотрел, и начинаешь проникаться этой идеей. Ну, я вам сразу скажу, да, вот прямо в самом начале ролика я, конечно же, совершенно не фанат группы Король и Шут, и эта музыка мне абсолютно не близка, поэтому вот с точки зрения эмоциональной, наверное, это не мои часы. Но, вы знаете, наверное, даже более интересно, когда ты не фанат именно идеи, которая стоит за этими часами, может быть. Ну, хотя здесь идея более широкая, чем конкретно творчество группы, об этом мы чуть позже поговорим. Но, тем не менее, вот скажем так, да, вот эта стилистика, это не мое. И тем, мне кажется, важнее вот те эмоции, которые я получил, когда я эти часы, с ними познакомился, ну, некоторое время, да. Это впечатляет. То есть, как всегда у Антона, это не просто часы, да, это не просто какое-то изделие, это больше, это идея и это, конечно же, эмоции. И это, конечно же, визуализация, потому что, ну, вы посмотрите, да, вот здесь каждый момент, каждый винтик, каждая деталь, она продумана и она необычна. Корпус в виде барабана, кожаная лента, красная кожаная лента по кругу, которая такими заканчивается бубенцами, это уже у нас идет шутовское, да. И, кстати говоря, я сразу же подумал, а можно ли ее менять? А ее действительно можно менять. То есть эту ленту на барабане можно менять. То есть можно кастомизировать свои часы. И это очень крутая фишка, просто очень круто. Когда это осознаешь, ты понимаешь, блин, вот это классно. То есть это просто, но это притом еще и гениально. Интересно, что сам по себе ремешок крепится вот на такие как бы кольцо, да, вот здесь кольцо к корпусу. И то есть это отдельно, да, то есть таким образом можно менять ремешок, можно кастомизировать свои часы и свои вот эмоции от этих часов. Это тоже все воспринимается несколько иначе, если бы это были, скажем, ну, обычные какие-то часы. Посмотрите на метки. Здесь просто хаос, здесь такой панк у нас получается, потому что цифры перевернутые, цифры хаотические. Опять же, здесь перекликание такое идет с бубенцами, которые как будто бы парят под стеклом, над циферблатом. И особенный эффект, как мне кажется, это именно вот где у нас такие прорези, углубления, где у нас всегда король и шут, как противоположности и как единство, опять же. И здесь тоже эти самые бубенцы, они парят, потому что бубенцы крепятся к верхней части циферблата, а циферблат здесь сэндвич, он многосоставной. Но это ты начинаешь понимать, когда ты уже знакомишься с этими часами, когда ты берешь первый раз в руку, ты начинаешь просто, ну, сначала немножко не понимаешь, что вообще происходит, потому что, ну, действительно, необычные индикации, все необычно, все не так, все нестандартно. А потом ты начинаешь смотреть на детали, то есть на ленту, на барабан, на метки, на стрелки, на вот эти здесь изображения.
И это какой-то хаос, и, наверное, именно это и является основой этих часов. То есть они должны вызывать в первую очередь эмоции. И это здорово. Корпус, понятное дело, что здесь во многом и циферблат, и корпус, они завязаны, да, они являются продолжением друг друга. И Антон, кстати, да, говорит в своем описании, что у него в юности была группа, не панк-группа, а рок-н-ролл, и он был барабанщиком. Опять же, здесь мы видим такое вот пересечение, да, этих самых идей и тематики. И понятное дело, что этот музыкальный инструмент стал основой для корпуса. И как мне кажется, что вот барабан-то в принципе, потому что он круглый, он очень хорошо подходит для корпуса часов. Удивительно, что никогда никто это никогда не реализовал. Мне нравится история с креплением. Здесь у нас два ушка, две ножки, здесь одна ножка, опять же, такие вот ножки для барабана. То есть кажется, что это опять же некий хаос, одно крепление, другое крепление, совершенно разные, противоположные, но если мы берем концепцию в целом, мы понимаем этот вот смысл, который в нее заложен. И мне нравится, как сделано стекло, то есть оно возвышается над корпусом, у нас получается как некоторые такие ступеньки, оно как будто бы немножко отдельно, и это все усложняет, это все добавляет воздуха, добавляет объема, и это добавляет, конечно, класса, потому что, ну, ты видишь, что часы это не просто, ну, бывает так, знаете, когда вот есть какая-то некая идея, как-то ее реализовали, ну и ладно. Нет, здесь есть и идея, и здесь есть, конечно же, исполнение, как всегда. Это здорово. Ну и, наверное, что центрально у нас по циферблату, это противоположности, те самые инь-янь, шут и король. Ну и, собственно, как я говорил, раз в сутки у нас получается, что меняются персонажи. То есть у нас несколько королей, и каждому королю свой шут. И получается такой тоже подтекст, что у нас наверху то шут, то король. Ну, наверху мы имеем в виду 12 и 6, и здесь у отметки 1-2 часа получается то шут, то король. И тоже, опять же, такой вот есть некий подтекст, кто у нас вверху. Ну и получается, что владелец будет видеть 6 разных конфигураций этих трех персонажей. То есть у нас есть карточные, у нас есть то, что посвящено группе Король и Шут, и черепа, да, такой. Ну, так или иначе, это все завязано на стиль панк, и то, что связано с группой, и, в принципе, то, что связано с философией этих часов. Ну и, как видите, если мы посмотрим на часовую и минутную стрелки, то на часовой стрелке у нас есть такой жест фак, да, опять же, это немножко все в панк идет, и, наверное, вот этот хаос на циферблате, это тоже у нас панк, и стрелки необычные, индикация необычная, все с ног на голову и постоянно меняется. На циферблате есть надпись, она вот идет у нас здесь, где нижний вырез, и заканчивается здесь. Надпись изначально была, да, красная линия, но там в описании было заявлено, что будет философское изречение про короля и шута, и, в общем, в итоге на усмотрение автора здесь текст из песни «Король и шут». «Искренне прошу, смейтесь надо мной, и если это вам поможет, да, я с виду шут, но в душе король, и никто, как я, не может». Да, это из песни гимн шута. Ну, конечно, циферблат крайне яркий, именно привлекающий внимание в таких ярких, сочных цветах. Опять же, красное, черное, как и часы. Да, здесь очень много красного, здесь и лента, и ремешок. Здесь все, конечно же, перекликается. Цифр, естественно, такой, может быть, если мы говорим про прикладное значение, читаемость, может быть, не на самом высоком уровне, но, слушайте, эти часы точно не для читаемости, эти часы точно не для наличия секундной стрелки, она здесь просто лишняя. Опять же, если мы говорим про часы панки, часы философии, то, собственно, о чем мы? О какой читаемости? Нет, здесь все так, как и должно быть. И вот тут стилистика этих часов раскрывается. Ты начинаешь понимать, что даже если ты там условно не фанат группы, как я, то, слушайте, ну, задумка и реализация, конечно, здесь круто.
В темноте, да, безусловно, здесь лица, перчатки, это все светится, вот здесь вставочка. Упаковка, здесь я вам покажу, наверное, такой рендер, да, это часы восседают на королевском троне и закрывает шутовской колпак, это все будет. Что касается механизма, то механизмом будет модифицированный швейцарский механизм ETA 28342, либо Sellita SW240. Ну и как уже собственно, «Мастер и Маргариты» у Антона это будет дополнение дополненной реальности. Что конкретно, не знаю, сказать не могу, но я думаю, что это будет, опять же, таки интересное. И что касается, кто работал над часами, то команда, в том числе художник-иллюстратор Николай Королев, а идеи подбрасывал Алексей Новиков. Стекло сапфир, водозащита, кстати говоря, вполне себе приличная для такого плана часов. Это аж 100 метров, цена 99 тысяч рублей по предзаказу. И все экземпляры проданы, был большой ажиотаж. Меньше чем за час все забронировали. И ну, я думаю, что, как обычно, с учетом ажиотажа предыдущих моделей Антона и последующего взлета цен на вторичке, цена 99, конечно же, максимально приятная, да. Здесь одни характеристики только что стоят, не говоря о том, что это за часы и как это все сделано, как это все реализовано. В базе у нас идет вот такой вот красный ремешок. Не уверен, опять же, что это прям именно финальная версия. Этот ремешок мне нравится. Он такой матовый, такой вот с приятной, чуть-чуть шероховатой поверхностью. И нижняя часть здесь черная. И он хорошо очень подходит к этой стилистике часов. Мне нравится, что он не черный, меньше контраста, больше вот именно в красный цвет. Наверное, круто. Но, кстати говоря, есть VIP-номера, да, так называемые, это красивые номера. И вот покупатели таких моделей, они еще получат в комплекте запасной красно-черный ремешок. Как я говорил, серия лимитированная, будет сделано 999 пронумерованных экземпляров. Знаете, я вот думаю, что чем больше смотришь на эту модель, тем ярче и круче кажется идея часов. То есть реализованы уже как бы не часы, а некий артефакт. Ну, собственно, как всегда у Яицкого, особенно в последних релизах. Ну, давайте немножко такое о базовом, о земном посмотрим тут немножко по размерам, что у нас тут по барабану. 41,6 я намерил, если про высоту, а стекло-то, видите, оно, во-первых, чуть возвышается над корпусом, так оно еще немножко выпуклое. 14,3, 14,2 где-то, да, получается. По ремешочку, я думаю, где-то 20, 22, наверное, 21 я намерил. Ага, ремешочек нестандартный немножко. Ну и от ушка до ушка давайте здесь вот примерим. Примерно 51,5. В принципе, размеры вполне себе, да, с учетом того, что это не просто вот часы какие-то там на каждый день, а сидят они на моем запястье 18,5 вполне себе органично. Но такие часы, они должны привлекать внимание, поэтому здесь на размер даже не смотрите. Маленького запястья, большое, да пофигу, эти часы, конечно же, будут видеть сразу. Да, вы можете поставить себе вот эту ленту, так сказать, более сдержанную, и, может быть, ремешок более сдержанный, да, чтобы бубенцов, например, не было, что-то такое подобрать, что-то более такое пригодное к каждодневному ношению. Но мне кажется, что да, здесь должно быть все по максимуму. То есть все яркое, все сочное, вот такая лента, вот такие бубенцы, чтобы это все было прямо у вас на запястье. Но мне кажется, что в другом случае как-то странно будет, если вы берете эти часы и пытаетесь сделать их такими более носибельными. Да нет, это вообще не про это. И, конечно же, такие часы это не первые, не вторые в вашей коллекции будут точно. Давайте немножечко пройдемся по корпусу. Здесь у нас, видите, такое вертикальное сатинирование. Мне нравится, как здесь все исполнено, как вот лента тут встроена, да, можно ее поменять, там можно вставить какую-то свою кастомную, что-то, может быть, там с какой-то надписью даже, не знаю, да, здесь у нас корона на заводной головке, необычно реализованное крепление и, как видите, стекло, которое возвышается. Ну и здесь вот, да, циферблат глубокий, сочный, может быть хаотичный, но опять же так оно и задумано.
Задняя крышка, здесь кастомный ротор, основные характеристики, ну и все прозрачно, все можно посмотреть, рассмотреть. Ну и что хочу сказать в заключение. Знаете, я, наверное, начинал этот обзор и знакомство с этими часами с одним настроением, завершаю с другим. То есть здесь, безусловно, это не только и не столько часы, которые посвящены кишу, да. Здесь больше философского наполнения в этой модели, и поэтому это не обязательно вы должны быть фанатом группы. Вот совсем нет. И знаете, когда с ними знакомишься больше и понимаешь их сущность, они начинают тебе нравиться больше, и уже вот у меня, например, как у человека, который далек от творчества группы, вот уже нет какого-то там изначального, может быть, настроя такого, что ну это не мое. Нет, слушайте, вот как именно артефакт, как идея, как вот реализация, как часы мастера, которые можно купить в России. Ну, сейчас, конечно, уже там распроданы, но тем не менее, да, я думаю, что это очень, очень классно, здорово, и меня радует, что такие проекты в России продолжают появляться. На этом у меня все. Всем пока, с вами был Дэн, увидимся.